Не пытайся зазвать меня. Норны со своими сказками о нашей судьбе. Они воплощают все, от чего я отказался. Болит? А это? Только когда волнуюсь. Как Атрей мог попасть в Асгард? Извини, но с этим вопросом к Одину. Он ведает обо всех путях. Я знаю, какого ты высокого мнения о наших познаниях в этой области, и жаль тебя подводить. Но он во всем опережал нас. Постой! Я кое-что для тебя припас. Синдри! Иду! Прежде чем ты убежишь на подвиги, вот возьми. Думаю, ты по нему соскучился. Ну ладно, давай уж без такой бурной радости. В общем, не за что. Я взяла все, что нужно, чтобы найти Норн. Идем? Дорогая Нитхёк! Дорогая Нитхёк, где же ты? Нитхёк. Думаю, эти события нам еще аукнутся. Белка. Господин Кратос, прошу прощения. Исчезновение дорогой Нитхёк занимает все мои мысли. Она твоя подруга? Не столько подруга, сколько давняя соседка по древу. Обитала здесь еще до моего прибытия, а с тех пор прошли века. Как представлю, что она не может добраться до своих малышей. Ужасно, просто ужасно. Мы уверены, что Атрей не в Мидгарде. Я только что оттуда, ни следа. Если Один позвал его, то, скорее всего, помог и добраться. Нет, это не единственное объяснение. Скажи, где искать этих Норн? Я нашла у Ледяного озера несколько их нитей. Одну прихватила для колдовских дел. Она поможет нам их найти, только они очень не хотят, чтобы их нашли. Ну, наконец-то нам придется чуть попотеть. Возьмем твои сани и отправимся к озеру. Мидгард. Я скучал по ледяному ветру и вечным атакам налетчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе Фимблвинтера, и если его убить, все закончится. И откуда только они взяли эту идею? Конечно, от меня. Конечно. Сюда. Тихо. Теперь она друг. Лучше дай им это сам. Когда волки возьмут след Норн, нам останется только довериться их чутью. Открою ворота. Хватит скулить. Их шерсть в грязи. Когда ты их вычесывал? Они же волки. От грязной шерсти бывают болезни. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Брат, здесь к озеру не пройти. Брат, а что именно ты собираешься спросить у Норн? Как отыскать сына? Больше ничего. Может, есть смысл попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение насчет твоей предполагаемой кончины? Ты не говорил, что тебе напророчили смерть. Когда мы с Атреем попали в Йотунхейм, то нашли там скрытую фреску. Великаны и сама Фей
давно предвидели весь наш путь. С кем мы встретимся, с кем сразимся. Они предвидели все, что будет. Но ты не умер. Этот рисунок относился к будущему. Вот как. Я думала, уж ты-то не боишься смерти. А, дело ведь не в этом. Нет, смерть заберет меня, когда заслужит этого. Тогда, вероятно, тебя заботит не будущее. Фэй отправила тебя в путь и сделала так, что в конце пути ты увидел пророчество. И ты все еще не знаешь, зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Мы добрались до озера. Как нам отыскать Норн? Следи, что делают волки. Видишь, в какую сторону они смотрят? Озеро Девяти переживает не лучшие времена. Налетчики тут устроились как дома. Постой. Волки отвлеклись. Стреляют! Осторожно, слева! Враги! Левей тебя! Кратос, ты горишь! Пойдет! Сверху стреляют! Думаю, теперь все. Это были налетчики. Те самые, что... Едят волков. Мы с Атреем спасли наших из такого лагеря. Это хороший поступок. Налетчики — бич этой земли. Они причинили множество страданий ее зверям. Возможно, нам стоит принять мир. Возможно. Как знаешь, брат, раз Норны видят будущее, значит знают, что мы задержимся. Я не бывал в этих краях с нашей легендарной битвы с Сигром. Она тоже считает ту битву достойной. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирий. В союзниках. Я королева Валькирии, как Сигрун раз за разом упорно мне напоминала. И как я сразу не понял, что это Сигрун тебе помогла. Она верная и мудрая, и такая высокая. Не надо быть богиней любви, чтобы понять, о чем твои мысли.
Это нить судьбы, что ты нашла. Это не нить жизни, если ты об этом. Выходя за пределы Источника, Норна отмечает ими свой путь. Норны живут в Источнике. Нет. Источник Урт. Их дом. Трудно объяснить. Он не где-то конкретно. Открывается в разных местах. Это место полностью им подвластно. Там эфемерное становится реальным. Это как попасть в собственный разум. Но если мы войдем вместе, то будем в головах друг друга? Что-то мне не нравится эта идея. Я все осмотрел. На озере полно налетчиков. Осторожнее. Мимир, а ты встречался с Норнами? Лично нет. Фрейя права. Они умеют обескуражить и расстроить. Один внес свой вклад. Так и не сказал, что там случилось. Или он сдался, или решил забыть увиденное. Ну что ж, Норны сами не найдутся. Вернемся к волкам? Фрейя, не расскажешь, как все прошло в прошлый раз, когда ты пришла к Норнам? Если честно, я не помню деталей. Все как в полудреме. Лучше всего я помню, что изменить судьбу моего сына было невозможно. И это побудило меня пытаться еще усерднее. Брат, а ты? Ты ведь и сам имел дело с богинями судьбы. Легенды о призраке Спарты были сильно преувеличены. Преувеличены? Я не про праведную ярость и льющуюся кровь, а про ту часть, где ты вернулся в прошлое, чтобы выиграть проигранный бой. В это как-то трудно поверить. Слух, что Тор одним ударом отправил мирового змея из Рагнарёка в прошлое, это одно. Потом договорим. Вперед. Я никогда не видел подобной работы. Сколько же ему лет? Где мы уже видели что-то подобное? У Тюра. Думаю, истории о путешествиях во времени не всегда правдивы. Так и было.
Нити судьбы опутывают все. Сестры судьбы злоупотребили властью. Постой. А что там? Давай выясним. Гребцы. Памятник завоевателям. Но корабли делали славные. Значит, сестры судьбы злоупотребили властью? Это так. Я пошел против них, и они пригрозили вычеркнуть меня. Поэтому я убил их и обернул их силу против Зевса. Не слышала ничего более безрассудного и опасного. Такой силой не обладают ни Норны, ни кто-либо другой во всех 9 мирах. Да, представляешь? Если бы она была, ее бы, безусловно, заполучил Один. И мы были бы куда в более глубокой заднице. Я не стал бы просить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Это, насколько я знаю, само по себе весьма опасно. Мимир, ты не поверишь. Это эмблема Фьотурлунда. Фьотрулунда, говоришь? Это же родина Сигрун. Сзади! Осторожно, сзади! Берегись! Сзади! Значит, это застава, все, что осталось от Фьотурлунда. Сигрун рассказывала, что выросла среди этих людей. Наверняка должен быть другой путь. Кажется, на той стороне есть лестница.
Осторожней. Сзади! Знаешь, брат, Сигрун рассказывала о несметных богатствах, трофеях великих завоевателей из ее семьи. Может, здесь они хранили часть этих сокровищ? Это все, что она тебе рассказала. Не назвала место. Нет, сказала лишь, что они спрятаны. Вот она, вторая лестница. Хорошо, это работает!
артефакт из Речного Царства. Я там не был, но говорят, там славно. Может, вон те руны как-то помогут? Что? Нет, она не упоминала. Это ключ? Интересно, от какого замка этот ключ? Нет какого. Он сломан. Нет, просто разделен пополам. Может, мы найдем вторую половинку? Мимир, что там написано? Сигрун любила другого. Царя по имени Хельги. Похоже, их любовь была сильна, но ее родители были против брака. Да брось, Мимир. Ты ведь не думал, что ты был ее первой любовью? Да, выходит, думал. Железный мир лучше Золотой войны.
Тюр часто говорил о том, что никакие победы не стоят потерь на войне. Он считал своим долгом избегать ее. И до сих пор избегает. Сурово! Как ты, брат? Янка! Янка! Как ты их?
Кратос, смотри. Лагерь налетчиков. Разберемся с ними, брат? Наверное, это шлем со статуей Тюра. Завоевываю мы, а не земли. Тюр понимал, что самая важная война идет за умы и сердца людей. Жаль, что сейчас Тюру не интересно ни то, ни другое. Хороший нож. Жаль, ржавый. Это был последний. Они до сих пор скулят. Бедняжки. Они чуют опасность. Волки боятся того, что уже не может им навредить. Ужасы прошлого порой накрепко связаны с настоящим. Ты-то должен это понимать. Друзья мои, я думал, смерть избавила меня от аппетита, но... Проклятие, я не могу забыть запах похлебки Тюра. Он будет во мне кулинарные воспоминания. Черный пудинг и хагис с репой. Овсянка с медом. А ты как, брат, тоскуешь по какой-нибудь еде из прошлого? Оливки. Что еще за оливки?
Кажется, это фигурка из южных земель. Какой прекрасный клинок. Бесполезный. Церемониальный.